Глава 1601. Оплавленная эссенцией тела. Внезапно Хань Ли почувствовал обжигающее ощущение в своем дантяне, которое затем распространилось по его конечностям, меридианам и всему телу, создавая ощущение невероятного комфорта. Хань Ли закрыл глаза, наслаждаясь послевкусием вина, а затем открыл и проникновенно похвалил. Это вино действительно необыкновенное. Я впервые попробовал такое восхитительное спиртное вино. Хе-хе, в противном случае я бы не приходил сюда каждый год просить вина, от души фыркнул Дуань Тиньжэнь. Для меня большая честь, что вы оба наслаждаетесь моим духовным вином. Однако мы пригласили вас сюда не только для того, чтобы выпить вина, господин Даосистли, с улыбкой сказала женщина. Сердце Хань Ли дрогнуло от ее слов, он поставил чашку и спросил: «Мне тоже очень любопытно, почему вы и старший Дуань попросили меня прийти сюда?» «Раз вы сами подняли этот вопрос, больше не буду ходить вокруг да около. Господин Даосистли, не могли бы вы закатать этот рукав, чтобы я смогла взглянуть на вашу руку?» — спросила женщина с особенным выражением лица. «На мою руку». Хань Ли изобразил удивление, но на самом деле внутренне вздохнул с облегчением. Оказалось, что эти двое не гонялись за его сокровенным небесным сокровищем. «Верно, я бы хотела увидеть вашу руку», — подтвердила женщина, указывая на рукав Хань Ли. «Хорошо, без проблем», — неохотно согласился Хань Ли после долгих колебаний. Затем он закатал рукав и показал свою руку, и она, похоже, не отличалась от обычной человеческой руки. При виде этого женщина нахмурилась, и на ее глобеле вспыхнул кристалл, после чего оттуда вырвалась полоска серебряного света. Полоска света пронеслась по воздуху с поразительной скоростью, достигнув Хань Ли в мгновение ока, а затем со свирепой мощью ударила в руку, которую только что открыл Хань Ли. Женщина выглядела теплой и нежной, но внезапно атаковала без всякого предупреждения, что полностью противоречило ее внешности. Хань Ли был полностью застигнут врасплох этой атакой и рефлекторно развел пальцы, схватившись за серебряную полосу света. Серебряный свет с громким лязгом ударился в его ладонь, после чего раздался звук скрежета металла о металл. Затем Хань Ли схватился за серебряную полоску света, развернув пальцы, увидел серебряную иглу длиной в несколько дюймов. Игла переливалась полупрозрачным светом и слегка дрожала в его руке, очевидно обладая чрезвычайно богатой духовной природой. В этот момент вся рука Хань Ли уже приобрела глянцево-черный цвет, как будто она была полностью выкована из черного железа. Вдобавок к этому на тыльной стороне его ладони появился мерцающее серебряное изображение горы, и это было не что иное, как проявление горы эссенции божественного света. После овладения мантрой усовершенствования сотен меридианов Гара полностью слилась в единое целое с его рукой, поэтому, несмотря на смертоносность серебряной иглы, которую выпустила женщина, она бы ни за что не смогла ранить его. Однако Хань Ли ничего не выиграл, выдержав эту атаку. Вместо этого выражение его лица значительно потемнело. Кристаллическая женщина, напротив, смотрела на его черную руку с нескрываемым возбуждением в глазах, и у Дуань Тиньжэня также было приподнятое выражение на лице. «У вас действительно есть приобретенная оплавленная эссенция тела. В этом случае мы сможем достичь нашей цели». Пробормотала женщина и подняла руку, в результате чего серебряная игла выскользнула из рук Хань Ли, вернувшись к ней. В конце концов, игла в мгновение ока исчезла в кристалле на ее глобеле. Хань Ли, глубоко вздохнув, пришел в себя и просил: «Что вы имеете в виде под оплавленным эссенцией телом, старшая?» Оплавленная эссенцией тела называют тело того, кто способен использовать сплавленный с эссенцией свет. Раз вы объединили сокровище оплавленной эссенции со своим телом, технически вы обладаете приобретенным оплавленным эссенцией телом. Сокровище в вашем теле очень похоже на искусство культивации, которое использует господин Даосист Дуань. Единственная разница в том, что вместо сокровищ вы вплавили различные драгоценные материалы для улучшения инструментов в свое тело, брат Дуань. Казалось, у женщины было очень приподнятое настроение. Хань Ли слегка изменился в лице от ее слов, но не стал задавать вопросов. Он знал, что женщина обязательно объяснит ему ситуацию в любом случае, даже если он ничего не спросит. Как и ожидалось, поскольку Хань Ли молчал, женщина продолжила: «Несмотря на то, что мы, по сути, подтвердили, что у вас оплавленная эссенция тела, я все же хочу видеть, как вы высвобождаете свою эссенцию света. Надеюсь, вы не откажетесь выполнить эту просьбу, господин Даосист Ли?» Вместо ответа на вопрос Хань Ли просто махнул рукой перед собой, и слой серого света мгновенно всплыл на поверхность, создав световой барьер вокруг его тела. При виде этого глаза женщины загорелись, и она потерла руки, протянув их к Хань Ли. Внезапно послышалось несколько хрипящих звуков, после чего к нему полетело несколько красных огненных шаров. Изначально они были всего лишь огненными шарами размером с кулак, но вскоре после того, как покинули ее руку, увеличились до размеров человеческих голов и, казалось, тоже были довольно мощными. Хань Ли просто смотрел на эти огненные шары, не собираясь уклоняться, а вместо этого позволив им ударить по его серому световому барьеру. Как только огненные шары соприкоснулись с серым световым барьером,
Они с грохотом исчезли, словно замки из песка в приливе, не успев даже высвободить хоть какую-то силу. Нет никакой ошибки, эссенция божественного света может противостоять силе 5 элементов. Судя по тому, с какой легкостью вы его используете, я могу сказать, что вы явно культивировали его в максимальной степени, и вы не менее опытны в этом мастерстве, чем те, кто рожден с оплавленными эссенцией телами. А вы что думаете, господин Даосид Дуань? Женщина от восторга захлопала в ладоши и повернулась к Дуань Тиньжэню. Услышав это, в глазах Дуань Тиньжэня вспыхнул особый свет, и он внезапно сделал хватательное движение в сторону Хань Ли. На кончиках его пальцев вспыхнуло несколько больших рун, вслед за которыми возникло огромное пространство серого света, устремившееся прямо к Хань Ли. «Эссенция божественного света!» Воскликнул Хань Ли с тревогой, глядя на приближающийся к нему знакомый серый свет. Затем он рефлекторно сделал печать заклинания, и из серого светового барьера вокруг его тела вырвался яркий свет, готовясь противостоять эссенции божественного света Дуань Тиньжэна. Сразу после с треском вспыхнули 2 вспышки серого света. Несмотря на то, что обе вспышки были серого цвета, их все равно можно было отличить. Было совершенно ясно, что цвет эссенции божественного света Дуань Тиньжэна был немного темнее и куда более изменчивым и нестабильным, как будто он не мог полностью контролировать его по своему желанию. В глазах Хань Ли мелькнуло удивление, и после короткой паузы для размышлений он внезапно указал угольно-черным пальцем на серый свет впереди. Вся эссенция божественного света внезапно собралась к центру, формируя быстро вращающийся на месте большой световой шар света. Затем произошла удивительная сцена. Серый свет, излучаемый Дуань Тиньжэнем, казалось, натолкнулся на массивный вихрь и мгновенно растворился в световом шаре. Хорошо, этого достаточно. Даже несмотря на то, что оплавленная эссенция тела господина Даосистоли является приобретенным, совершенно очевидно, что он гораздо более искусен в использовании эссенции божественного света, чем ты, брат Дуань. Так, уровень его мастерства не отличается от существа, рожденного с природным оплавленным эссенцией тела, заметила женщина с широкой улыбкой. Конечно, это так. Моя эссенция божественного света высвобождается только из-за насильственного использования моей магической силы для активации сплавленных с эссенцией камней, которые я объединил с моим телом, поэтому он не может сравниться с эссенцией божественного света господина Даосистоли. Кстати говоря, ваше секретное искусство объединения сокровища с телом весьма необычно, господин Даосистоли. Дуань Тиньжэн изумленно щелкнул языком. Очень удачно, что вы вплавили в свое тело большое количество сплавленных с эссенцией камней. В противном случае вы не смогли бы обнаружить сплавленное с эссенцией сокровище в теле господина Даосистоли, сказала женщина с улыбкой. Услышав это, Хань Ли потерял дар речи. В этот момент Дуань Тиньжэнь поднял руку, чтобы вернуть выпущенную им эссенцию божественного света, а затем спокойно опустил руку. Хань Ли также сделал печать заклинания, убрав серебряный свет вокруг себя, и спросил: «Должна быть причина, по которой вы так высоко цените эту способность, верно, старший?» «У нас, конечно, есть свои причины. Честно говоря, мы ждали 1000 лет кого-то, способного владеть эссенцией божественного света, но мы все еще не могли собрать достаточно людей, поэтому мы практически сдались. Кто бы мог подумать, что вы явитесь к нам в этот момент, чтобы возродить наши надежды?» Ответила женщина с возбужденным блеском в глазах. «Собрать достаточно людей. Значит ли это, что вы нашли других с оплавленным эссенцией телом?» Хань Ли был очень удивлен, услышав это. «Конечно. В конце концов, нам придется рассказать вам все, поэтому я расскажу сейчас. У нас есть цель, которую мы хотим достичь, и только существа, владеющие эссенцией божественного света, могут ее достичь, но одного человека определенно недостаточно. После 1000 лет поисков мы с братом Дуанем нашли 3 существ с оплавленным эссенцией телом, включая вас, объяснила женщина. Эссенция божественного света — не уникальное секретное искусство культивации, но оно определенно чрезвычайно редкое, поэтому мы не были уверены, что сможем собрать достаточно людей. Но, похоже, небеса благословили нас за наши усилия, продолжила женщина с улыбкой. Хорошо, теперь я понимаю, почему меня пригласили сюда, но чем я могу быть вам полезен, старший? Спросил Хань Ли, криво улыбнувшись. Это довольно важный вопрос, и я могу раскрыть вам конкретные детали только после обсуждения с братом Дуанем. Однако одно можно сказать наверняка. Нам нужно, чтобы вы сделали для нас кое-что, и нам потребуется ваша способность через несколько лет до столетия, ответила женщина. Что? От нескольких лет до века? Хань Ли нахмурился от ее слов. Что-то не так, господин Даосистоли? Спросила кристаллическая женщина. Хань Ли долго молчал, прежде чем на его лице появилось странное выражение, и он спросил: это как-то связано с огромной ледяной областью? Глава 1602. Цай Люин.
Услышав это, в глазах женщины промелькнул намек на удивление, но затем она сказала с улыбкой на лице: «В самом деле, мы хотим, чтобы вы кое-что сделали для нас в огромной ледяной области. Будьте уверены, господин Даосистли, даже если мы не являемся участниками наших 13 небесных облачных рас, мы оба относительно важные фигуры в своих расах, поэтому для нас не будет проблемой предоставить вам место для входа в огромную ледяную область. Поэтому мы готовы дать вам эту прекрасную возможность в обмен на вашу помощь. Что скажете?» На лице Хань Ли появилось странное выражение. Спустя долгое время он наконец вздохнул. «Я не достиг узкого места в моей культивации, поэтому вход в огромную ледяную область не принесет мне много пользы. Кроме того, я могу войти в огромную ледяную область без каких-либо дополнительных усилий с вашей стороны, старший. Вы можете войти в огромную ледяную область без нашей помощи?» «Конечно, нет. Я вижу, что вы замаскированы, но я уверена, что вы не принадлежите ни к одной из наших 13 рас. Откуда у постороннего права войти в огромную ледяную область?» Говоря это, на лице Дуань Тиньжена появился намек на удивление. В глазах кристаллической женщины внезапно появилась вспышка осознания, и она усмехнулась. «Не спешите с выводами, брат Дуань. Если мы говорим о посторонних, то действительно есть тот, кому было недавно предоставлено право войти в огромную ледяную область. Я думаю, нам нужно перестать называть вас господином даосистом Ли, не так ли, господин даосист Хань?» Хан Ли тяжело вздохнул, услышав это. Как и ожидалось, эти два существа были слишком сильны, чтобы его маскировка обманула их. К счастью, судя по их словам, они могли сказать, что он был замаскирован, но они все еще не могли определить его истинную внешность. После короткой паузы Дуань Тиньжэнь сказал: «Господин даосист Хань, теперь, когда вы упомянули об этом, я слышал, как кто-то из моей расы рассказывал мне об этом. Был некий посторонний, который активировал пространственный ледяной талисман около года назад, и, похоже, в то время он тоже запрашивал доступ к нашей транспортной суперформации». «Верно. Похоже, что этот господин даосист Хань и господин даосист Ли один и тот же человек», — сказала женщина с улыбкой. «Хе-хе, в таком случае ему все равно придется войти в огромную ледяную область. Это избавит нас от множества хлопот», — Дуань Тиньжэнь пришел в восторг этого. «Я до сих пор не знаю, что вы хотите, чтобы я сделал, и кроме того, я уже принял одну миссию от вашей расы каменных коконов, поэтому мне будет довольно сложно совмещать две миссии за один поход в огромную ледяную область», — нерешительно сказал Хань Ли. «А, вы говорите о сборе материала для улучшения инструмента, верно? Не волнуйтесь, это не займет у вас много времени. Если вам придется выбирать между тем или другим, естественно, определите приоритетность задачи, которую мы с госпожой Цай поручаем вам. Даже если вам не удастся собрать материал для улучшения инструмента, наша раса каменных коконов не будет требовать от вас ответственности, пока у меня есть что сказать по этому поводу», — гордо сказал Дуань Тиньжэнь. «Что касается того, какую задачу мы собираемся поручить вам, так как есть уверенность, что вы войдете в огромную ледяную область, не повредит раскрыть вам некоторые детали. Как вы думаете, брат Дуань?» — спросила кристаллическая женщина. «Если вы действительно так считаете, что я не возражаю», — ответил Дуань Тиньжэнь. «На самом деле это очень просто. Нам нужно, чтобы вы и два других существа, которые также обладают оплавленным эссенцией телом, объединяли свои силы, чтобы открыть скрытые ограничения в огромной ледяной области, а затем обезопасить несколько предметов внутри ограничения. Эти предметы помогут нам с братом Дуанем преодолеть наши небесные трибуляции, и если вы добьетесь успеха, мы сможем выжить в течение следующих нескольких десятков тысяч лет», — серьезно пояснила женщина. Услышав это, Хань Ли слегка запнулся и невольно подумал о Цинь Юаньци, который прятался в адской реке. Несмотря на его необычайный уровень культивации, у него не было выбора, кроме как жить в пространстве за пределами основного мира, чтобы отложить свою следующую великую небесную трибуляцию. На их уровнях культивации смерть от старости больше не вызывала беспокойства, но небесные трибуляции, происходившие периодически, были тем, чего они должны были избежать или отложить любой ценой. Казалось, что даже после достижения стадии интеграции тела человеку все равно приходилось тяжело трудиться в вездесущем колесе культивации. Хань Ли тяжело вздохнул, придя к такому выводу. Кристаллическая женщина продолжила: «Это ограничение мы обнаружили в огромной ледяной области еще до того, как достигли святой расы, и я не смогла открыть его в то время, но мне посчастливилось узнать некоторую информацию о нем через другие источники. Там есть несколько предметов, которые почти бесполезны для существ высшей расы, таких как вы, но они являются спасительными сокровищами для существ святой расы, подобных нам. Поскольку это ограничение находится в огромной ледяной области, то разве это не означает, что его оставил бессмертный? Я слышал, что многие существа погибли в пределах различных ограничений в огромной ледяной области. Вы действительно уверены, что мы сможем обойти его целыми и невредимыми, старший?» — осторожно спросил Хань Ли.
Возможно, мое боевое мастерство немного ниже, чем у среднерангового существа святой расы, но с точки зрения мастерства в ограничениях я могу с уверенностью сказать, что я вхожу в пятерку лучших существ во всех 13 небесных облачных рас. В течение длительного времени я тщательно изучал ограничение и обнаружила, что оно существовало бесчисленное количество лет, и подавляющая часть его силы уже исчезла. В противном случае я бы полностью отказалась от этой идеи с самого начала. «Вы мне не верите, господин Даосист Хань?» — спросила женщина с многозначительным взглядом. «Я бы не осмелился», — поспешно ответил Хань Ли. «Для вас вполне естественно быть скептически настроенным в таких обстоятельствах. Будьте уверены, хотя я женщина, но я не заслуживаю сомнений в ваших глазах. Я потратила более 1000 лет на разработку этой техники разрушения ограничения с использованием силы 3 существ с оплавленным эссенцией телом, и вероятность на удачу, по крайней мере, составляет 70%. Остальные 2 существа с оплавленными эссенцией телами тоже находятся в облачном городе. Один из них был естественным образом рожден с подобной конституцией тела и в настоящее время является гостем нашей кристаллической расы, а другой приобрел оплавленное эссенцией тела с помощью брата Дуаня. Объединив усилия, я уверена, что вы трое сможет нарушить это ограничение, уверенно заявила женщина. Если старший Дуань может помочь существу заполучить оплавленное эссенцией тело, то почему бы ему просто не сделать это с другим существом, а не продолжать ждать все время? Спросил Хань Ли, нахмурив брови. Другое существо смогло получить оплавленное эссенцией тело только с помощью оплавленных эссенций камней брата Дуаня. Эти камни чрезвычайно редки, и существам очень трудно объединить их со своим телом. В то время брат Дуань попытался это сделать 6, но только одному из них удалось. После этого мы больше не смог найти оплавленные эссенции камни, так что этот курс действий был невозможен. Суть дела в том, что мы просто хотим попросить вас помочь 2 другим преодолеть ограничения в огромной ледяной области. Мы не просим вас пойти на какой-то возмутительный риск, объяснила женщина. После короткой паузы на лице Хань Ли появилась кривая улыбка. У меня, наверное, нет другого выбора, кроме как согласиться, верно? Хе-хе, что скажете? В этот момент Дуань Тиньжэнь допил свой кувшин с вином и с холодным выражением лица повернулся к Хань Ли. Если все действительно так просто, как вы говорите, то я, естественно, готов помочь. Однако огромная ледяная область — довольно опасное место, и это ограничение, скорее всего, было оставлено бессмертным, поэтому всегда есть вероятность того, что что-то может пойти не по плану. «Сможете ли вы обеспечить мою безопасность?» — спросил Хань Ли, глубоко вздохнув. «Хе-хе, в этом мире ничто не вечно. Даже если бы я должна была гарантировать вашу безопасность, вы бы мне поверили?» — спросила женщина с намеком на улыбку. Хань Ли, немного замолчав, продолжил. «Раз вы не можете дать такое обещание, я хочу, чтобы взамен вы согласились на 2 моих условия». Женщина не разозлилась на слова Хань Ли, а наоборот вздохнула с большим облегчением. Тот факт, что Хань Ли был готов оговорить условия, указывал на то, что он был готов взять на себя эту задачу. «Конечно. Даже если вы бы не указали никаких условий, мы с братом Дуанем обязательно бы щедро вознаградили вас за ваши усилия в случае удачи. Мое первое условие очень простое. Как вы знаете, после возвращения из огромной ледяной области я хочу получить доступ к транспортной суперформации, но ее использование требует расхода огромного количества высокоранговых духовных камней. Боюсь, что не смогу собрать такую огромную сумму самостоятельно, спокойно сказал Хань Ли. Использование транспортной суперформации действительно требует затрат астрономического количества высокоранговых духовных камней. Что скажете, если я дам вам половину от требуемого количества? Вас это устроит? Без колебаний пообещала женщина. Казалось, что предоставить такую невероятную сумму для нее вовсе не было проблемой. Хань Ли был несколько озадачен тем фактом, что она была готова предложить так много духовных камней за его помощь, но он просто улыбнулся, продолжая: «Спасибо, старшая. Мое второе условие — после разрушения ограничения я хочу все другие сокровища, кроме тех, что возьмете вы». «Нет проблем. Нам нужны только определенные сокровища, чтобы вы и 2 других можете забрать все остальное», немедленно ответила женщина, по-видимому, совершенно не удивленная таким условием. Она даже не обсуждала этот вопрос с Дуань Тиньжэнь, но он просто взглянул на женщину и не высказал никаких возражений. «Я не жадный человек. Поскольку вы приняли оба моих условия, у меня нет никаких возражений. Я готов оказать вам помощь после входа в огромную ледяную область». Хань Ли поднялся на ноги и сложил кулак в знак прощания. «Отлично. Уверена, что с вашей помощью мы добьемся оглушительного успеха. Мы с братом Дуанем навестим вас ближе к открытию огромной ледяной области, чтобы раскрыть конкретные детали. Кроме того, я надеюсь, что вы не станете никому рассказывать о том, что мы здесь обсуждали», предупредила женщина с улыбкой. «Будьте уверены, старшая, я обязательно сохраню это в секрете».
«Если это все, то я ухожу», — ответил Хань Ли, уважительно поклонившись. «Хорошо, вы можете идти. Если вы столкнетесь с какими-либо трудностями в течение этого времени, вы можете называть меня и брата Дуань своими покровителями. Это должно решить большинство проблем, которые могут встретиться на вашем пути. А да, вы все еще не знаете мое полное имя, верно? Меня зовут Цай Люин», — с улыбкой сказала женщина. Глава 1603. Оценка. Выйдя из павильона насыщенных ароматов, Хань Ли заметил, что в главном зале аукционного дома уже было много людей, что указывало на то, что аукцион вот-вот начнется. Хань Ли сразу же последовал за ними, не раздумывая. Вход в главный зал был примерно в 3-4 раза больше входов, ведущих в боковые залы, и количество охранников в синих мантиях снаружи также намного превосходило количество охранников, стоявших перед боковыми залами. Однако эти охранники ничего не делали, кроме поддержания основного порядка. Хань Ли незаметно проследовал за толпой в аукционный дом, пройдя через вход, оказался в холле с несколькими коридорами, ведущими в другое место. В каждом коридоре возле входа висела табличка с надписями «Оценка», «Залог» и «Холл». Рядом с каждым из вывески почтительно стоял молодой человек, который, очевидно, был работником аукционного дома. Хань Ли бросил взгляд на указатели, и в его глазах промелькнуло удивление. После короткой паузы он направился к одному из них и спросил, что здесь находится. Молодой человек, стоявший рядом с табличкой «Оценка», поклонился и ответил: «Это то место, где предметы аукциона выставляются на оценку. Если у вас есть какие-то ценные предметы, их можно добавить в список предметов аукциона, если оценщики сочтут их достойными». Понятно. Хань Ли кивнул и вышел в коридор. Цай Люин пообещала оплатить половину расходов, необходимых для использования транспортной суперформации, но оставшаяся половина все еще была астрономической суммой, о которой он должен сам был позаботиться. Таким образом, Хань Ли хотел продать некоторые предметы аукционному дому, как он изначально планировал. Коридор был не очень длинным. Пройдя несколько десятков футов и завернув за угол, Хань Ли обнаружил, что стоит перед темно-красной дверью. Дверь была широко открыта, но вход скрывал лазурный световой барьер, и перед ним выстроились 7 или 8 чужеземных существ. Хань Ли был довольно удивлен этим, но спокойно подошел и встал позади всех. Вспыхнул лазурный свет, и световой барьер открылся сам по себе, а изнутри появилось рыжеволосое чужеземное существо. Судя по широкой улыбке на его лице, казалось, что у него были хорошие новости. Существо, не обращая внимания на всех остальных в очереди, прошел мимо толпы и в приподнятом настроении вышел из коридора. Таким образом, следующий человек в очереди двинулся в сторону светового барьера. Примерно через 10 минут все, стоявшие перед Хань Ли, вошли и снова вышли, что говорило о том, что оценщики действовали довольно быстро и эффективно. Однако с тех пор очередь после Хань Ли продолжилась. Оказалось, что многие люди придерживались того же плана, что и Хань Ли, предпочитая продавать свои предметы аукционному дому прямо перед началом аукциона. После того, как чужеземное существо в очереди перед Хань Ли появилось из лазурного светового барьера, наконец настала очередь Хань Ли, и он вошел в комнату. Пройдя через световой барьер, Хань Ли оказался в огромной комнате размером более 300 футов. Вся комната была построена из какого-то серовато-белого камня, и на поверхности этого материала было вырезано множество рун, что обеспечивало секретность в этой комнате для оценки. Также в комнате был нефритовый стол и 3 деревянных стула, а в углу — простая транспортная формация. На стульях сидели 3 бледные человекоподобные фигуры, и из-за того, что их тела были полностью скрыты духовным светом, невозможно было определить их истинный облик. Хань Ли рефлекторно направил к ним свое духовное чутье, но обнаружил, что у всех троих, похоже, было какое-то сокровище для маскировки ауры, что полностью помешало его попытке оценить их уровни культивации. Если вы хотите что-то предложить аукционному дому, вы можете показать это нам троим. Однако на нашем аукционе 4 раз будут продаваться материалы и сокровища исключительно высокого ранга, поэтому, если у вас нет чего-то очень редкого или особенного, вы можете пойти в боковой зал и продать там свои вещи. Кроме того, если вы не удовлетворены нашей оценкой, мы можем вызвать еще 3 оценщиков, проговорила человекоподобная фигура в центре трио. У нее был приятный молодой женский голос. Спасибо за информацию. Уверен, что у меня есть кое-что, что будет вам интересно, сказал Хань Ли, а затем пошевелил рукавами, достав зеленый нефритовый флакон и нетронутую белую нефритовую коробку. Вместо того, чтобы подойти к 3 оценщикам, Хань Ли издалека швырнул к ним предметы, и они были немедленно пойманы невидимой силой, доставив их к троице. 2 другие человекоподобные фигуры, которые не разговаривали, сразу же схватили коробки и открыли их. Как только флакон был открыт, из него вырвался невероятно богатый лечебный аромат под сопровождение еле слышного драконьего рыка. Затем из флакона вылетел шар зеленого света, и предмет внутри света, казалось, обладал богатой духовной природой.
Человекоподобная фигура, державшая в руках пузырек, издала слабый крик удивления и поспешно закрыла пузырек снова. В то же время она провела рукавом по воздуху, и вперед вырвалась полоска белого света, поймав шар зеленого света и втянув его в свои руки. Она пристально посмотрела на шар света и обнаружила внутри него лазурную таблетку. Поверхность таблетки была гладкой и эластичной, и на ней можно было увидеть изображение чрезвычайно реалистичного серебряного дракона. Человекоподобная фигура взяла таблетку и слегка понюхала, а затем начала внимательно ее оценивать, не говоря ни слова. Тем временем другая человекоподобная фигура также открыла белую нефритовую коробку в руке и обнаружила внутри него зеленый стебель бамбука длиной около полфута. Фигура какое-то время только осматривала кусок бамбука, а затем потянулась к нему, и с поверхности бамбука с громким раскатом грома вырвалась дуга золотой молнии толщиной с палец. «Это золотой молниеносный бамбук!» — воскликнула человекоподобная фигура. Женщина в центре тоже была очень удивлена его словами, но, подавив шок, сказала: «Золотой молниеносный бамбук? Пожалуйста, убедитесь, что вы правильно оценили это, брат Да». «Будьте уверены, я обязательно внимательно его оценю», — ответила человекоподобная фигура с нефритовой коробкой в руке. При виде этого на лице Хань Ли появилась легкая улыбка. Скрестив руки на груди, он продолжил стоять молча. Сразу после этого человекоподобная фигура засунула руку в рукав и вытащила угольно-черную тыкву. Тыква была размером всего несколько дюймов и чрезвычайно сложной по конструкции. Человекоподобная фигура опрокинула тыкву и нацелила ее отверстие на зеленую часть бамбука в нефритовой коробке, а затем осторожно похлопала по нижней стороне тыквы. Из горлышка тыквы вспыхнул черный свет, и оттуда появился шар черный ци размером с кулак и ударился о зеленый бамбук. Как только они вошли в контакт, грянул гром, и несколько дуг золотых молний вспыхнули еще раз, победив черную ци. После этого человекоподобная фигура все еще не была удовлетворена. Она вытащила зеленую банку и выпустила изнутри поток зеленой ци, но та тоже была уничтожена дугами молнии, выпущенными куском бамбука. «Нет никаких сомнений в том, что это золотой молниеносный бамбук, я уверена», — подтвердила человекоподобная фигура. «Спасибо за ваши усилия. Как продвигается оценка таблеток?» Таблетка обладает некоторой духовной природой, так что это, должно быть, тоже довольно необычный предмет, верно?» Женщина кивнула, повернувшись к другой человекоподобной фигуре. Эта таблетка преимущественно содержит силу элемента дерева, а в качестве второстепенных компонентов — силы элемента земли и металла. Таблетка уже приобрела базовую разумную волю и подходит для употребления существ 7 и 8 ранга высших рас. Однако, если существо 9 ранга высшей расы примет ее, эффект от таблетки будет меньше 1/10 от первоначального. Эта таблетка может считаться таблеткой 1 ранга. Осмотрев на таблетку в течение долгого времени, человекоподобная фигура каким-то образом смогла оценить свойства таблетки парящего дракона без единой ошибки. Даже Хань Ли был поражен, услышав эту безошибочно точную оценку. «Поздравляю, господин даосист, этот золотой нефритовый бамбук и эти таблетки подходят, чтобы стать предметами аукциона. В частности, часть золотого нефритового бамбука будет одним из самых ценных предметов аукциона и будет выставлена ближе к концу. Кстати, у этих таблеток есть название. Кроме того, я предложу начальную цену за оба этих предмета, и вы можете сказать мне, устраивают ли вас эти начальные цены», — с улыбкой сказала женщина, внимательно оценивая Хань Ли. Прежде чем Хань Ли успел что-то сказать, она взяла со стола белый нефритовый талисман, а затем быстро что-то нацарапала на нем кончиком пальца и бросила Хань Ли. Хань Ли поймал нефритовый талисман и лишь бегло взглянул на него, а затем кивнул в ответ: «Я доволен этими 2 стартовыми ценами. В любом случае, я уверен, что эти 2 предмета на самом деле не будут проданы только за их стартовые цены. Таблетки же называются таблетками парящего дракона, и изготовить их было довольно трудно». Таблетки парящего дракона. Отлично. Мы будем продавать эти таблетки под этим названием. Пожалуйста, сохраните этот нефритовый талисман. Он будет служить вашей квитанцией для получения духовных камней для 2 эти предмета по завершении аукциона, напомнила женщина. Обязательно. Если это все, то я сейчас отправлюсь на аукцион. Хань Ли сложил кулак в спокойном приветствии, собираясь уйти. Удачного аукциона, господин. В конце мы обязательно выдадим вам ваши духовные камни в тайне, ответила женщина с улыбкой. Хань Ли кивнул, а затем развернулся и ушел. Неизвестно, кто из троицы применял ограничения в этой комнате, но никто из троих, похоже, ничего не сделал, чтобы лазурный световой барьер раздвинулся, позволяя Хань Ли выйти. Выйдя из оценочной комнаты, Хань Ли, не обращая внимания на всех, кто был снаружи, неторопливо направился к выходу из коридора. Казалось, что теперь в зале было еще больше чужеземных существ, и постоянный поток людей устремился в коридор, ведущий в аукционный зал. Хань Ли также последовал их примеру. Пройдя по коридору, сияющему желтым светом, он оказался в огромном зале.
Осмотрев свое окружение, Хань Ли был слегка ошеломлен, обнаружив, что зал был не только чрезвычайно большим и просторным, но также был разделен на верхний, средний и нижний уровни. Он не мог сказать, из какого материала были отделаны средние и верхние уровни, но они были из абсолютно белого цвета, и им удавалось парить в воздухе, несмотря на полное отсутствие опорных конструкций, создавая довольно загадочное зрелище для созерцания. Средние и нижние уровни были заполнены наборами обычных столов и стульев, каждый из которых находился на расстоянии около 10 футов друг от друга, а верхний уровень состоял из ряда комнат одинакового размера. Кроме того, эти комнаты иногда мерцали духовным светом, что указывало на то, что к ним применялись какие-то ограничения. Было совершенно ясно, что эти комнаты предназначены для существ высокого статуса в облачном городе. Хань Ли только бегло взглянул на верхний уровень и ушел в случайный темный уголок, в котором можно было сесть, молча ожидая начала аукциона. Глава 1604. Глазурованная небесная огненная жидкость. Хань Ли просидел в своем кресле около 2 часов, в то время как в зал продолжался продвигаться поток из чужеземных существ. Просторный трехуровневый зал в итоге был полностью заполнен, и даже комнаты на верхнем уровне были заняты. Самые слабые существа, присутствовавшие на аукционе, находились на стадии зарождающейся души, в то время как самые могущественные существа находились на стадии интеграции тела. Хань Ли насчитал всего около 5 существ на стадии интеграции тела, и среди них были Дуань Тиньжэнь и Цань Цзи. Другие существа на стадии интеграции тела, которых видел Хань Ли, по-видимому, также были важными фигурами, родственными старейшим в их соответствующих расах. По крайней мере, около 70 существ уже разместились в комнатах на верхнем уровне перед входом Хань Ли, и все они были на стадии интеграции тела. Однако Хань Ли не видел Цай Люин в их рядах, что означало, что она либо сняла комнату до прибытия Хань Ли, либо вообще не была заинтересована в участии в этом аукционе. Оглядываясь на битком набитый аукционный зал, Хань Ли невольно вздохнул с трепетом и удивлением. Это было действительно правдой, что облачный город был населен существами из всех 13 небесных облачных рас и даже чужеземцами, не принадлежащими к этим расам, но появление такого количества существ на стадии интеграции тела в одном городе все же было довольно необычным. В конце концов, среди человеческих и демонических рас в городе высшего неба было всего около дюжины существ на стадии интеграции тела, и этот город также был местом, где проживали сливки общества среди человеческих и демонических рас. Спустя еще немного времени весь зал был буквально забит до стропил. Внезапно прозвенели 3 колокола, и ворота, ведущие в главный зал, медленно закрылись во вспышках пятицветного света. Когда ворота были полностью закрыты, аукцион, наконец, начался. В самом передней части зала была высокая сцена, более 100 футов в высоту, напоминавшая сцену, которую можно найти в обычном аукционном доме. Единственное, чем она отличалась, так это то, что на каждом из 4 углов сцены стояли золотые человекоподобные куклы. Все эти марионетки были устаревшими по дизайну, ростом в несколько десятков футов, каждая из которых держала в руках гигантскую серебряную алебарду. Хотя они стояли совершенно неподвижно, от них исходила довольно устрашающая аура, и было очевидно, что они были чрезвычайно могущественными. В самом центре сцены была синяя формация, внутри которой находился бледно-красный стол. На столе было вырезано множество рун, придававших ему чрезвычайно загадочный вид. Как только ворота захлопнулись, синяя формация засветилась и начала издавать низкий гудящий звук. Вслед за этим на формации заклинаний вспыхнули руны, а за столом появилась человекоподобная фигура. Эта формация заклинания была формацией для телепортации. Человекоподобная фигура была немного расплывчатой и, появившись, быстро стала выглядеть яснее и чётче, раскрывая внешность утонченного и грациозным мужчины средних лет. На мужчине был парчёвый халат, а лицо было чисто выбрито. Он выглядел полностью идентичным обычному человеку. Однако, как только Хань Ли направил свое духовное чутье к этому человеку издалека, он был ошеломлен, обнаружив, что мужчина средних лет был существом на средней стадии интеграции тела. Вдобавок к этому он мог почувствовать чрезвычайно устрашающую ауру, исходящую от тела мужчины, и это наблюдение подсказало ему, что этот человек был чрезвычайно опасным существом. Мужчина средних лет, казалось, имел довольно громкую репутацию в облачном городе, о чем свидетельствует тот факт, что болтовня в аукционном зале утихла сразу же после его появления. Фактически, Хань Ли заметил, что многие существа вокруг него оценивали мужчину на сцене с намеком на страх в глазах. Напротив, мужчина средних лет тепло улыбнулся, сказав: «Приветствую вас, господа даосисты, я Сяобуй. Я уверен, что многие из вас уже знают меня, и среди вас есть даже те, кто встречался лично. Поэтому я не стану тратить время на долгое представление себя и сразу перейду к делу. В связи с тем, что песчаная раса, участником которой я являюсь, частично отвечает за проведение этого аукциона 4 рас, я вызвался выступить в качестве ведущего. Не буду вдаваться в подробности о правилах аукциона, они полностью такие же, как и на обычных аукционах.
Поскольку все вы посетили аукцион такого уровня престижа, я уверен, что вы все знаете основные правила аукциона и этикет. Помимо этого, я могу раскрыть некоторую информацию о самых ценных предметах аукциона, которые должны быть выставлены перед завершением аукциона. Эти предметы аукциона определенно не уступают тем, которые были предложены на последнем аукционе 4 раз. Сказав это, он улыбнулся и добавил: на самом деле, для некоторых даосистов последний предмет аукциона будет намного ценнее, чем даже таблетка великой удачи, которая была продана по самой высокой цене за последние 4 года на нашем аукционе. Ладно, хватит слов, пусть начнется аукцион. Голос Сяобуя был не очень громким, но он вложил в него свою духовную силу, поэтому он был ясно слышен всем в зале аукциона. Одного его выступления было достаточно, чтобы вызвать интерес у сотен тысяч присутствующих существ. В тот момент, когда голос Сяобуя затих, из синей формации снова раздался жужжащий звук, и на пустом столе внезапно появилась дюжина или около того миниатюрных световых формаций. Сразу после этого вспыхнул духовный свет, и появилось около дюжины коробок разного размера вместе с нефритовым талисманом размером с ладонь. В результате стол сразу же привлек всеобщее внимание. Сяобуй шагнул вперед и поднял нефритовый талисман, проникнув в него своим духовным чутьем, чтобы почерпнуть информацию внутри. Затем он взял одну из нефритовых коробок и, сняв крышку, объявил: подобно тому, как аукционы 4 раз проводились в прошлом, в первую очередь мы выставим предметы в виде различных материалов. Начну с этого камня Феникса. Сяобуй поднял коробку в руке перед собой, и изнутри немедленно вылетел какой-то предмет. Это был странный радужный камень, по форме напоминающий птицу. Сяобуй ненадолго осмотрел камень и объявил: камни Феникса — это редкие материалы, которые можно найти только в местах рождения настоящих фениксов. Они чрезвычайно ценные и востребованы как в качестве материалов для улучшения инструментов, так и в качестве ингредиентов для таблеток. Этот камень Феникса весит 1,7 килограмма, и он самого высокого качества без каких-либо примесей. Стартовая цена этого предмета будет 2 миллиона духовных камней. Камни Феникса были чрезвычайно универсальными в использовании, а 2 миллиона духовных камней были довольно скромной стартовой ценой для такого большого куска. Даже Хань Ли испытывал соблазн сделать ставку. Даже если он не будет использовать его в ближайшее время, он может купить его, чтобы тот всегда был под рукой для будущего использования, если потребуется. Однако последующие события сразу заставили его отказаться от этого предмета. Как только Сяобуй объявил стартовую цену в 2 миллиона духовных камней, заявки стали расти. Сяобуй даже не пришлось прибегать к какой-либо стратегии аукционистов, чтобы оживить толпу, и цена по-прежнему быстро поднялась до более чем 4 миллионов духовных камней, что вдвое превышало начальную цену. В конце концов, камень был куплен женщиной из темно-зеленой расы за высокую цену, более 5 миллионов 200 тысяч духовных камней. Она тут же выдала духовные камни в обмен на предмет. Несмотря на то, что Хань Ли в прошлом участвовал во многих престижных аукционах, он все еще невольно затаил дыхание при виде этого. Камни Феникса действительно были драгоценными материалами, но цена была слишком высокой. Таким образом, Хань Ли, естественно, не собирался участвовать в торгах. После этого Сяобуй открыл еще одну нефритовую коробку, представив мерцающий золотой духовный цветок. Далее идет 6000-летний золотой монарший цветок. Эти цветы — идеальный лекарственный катализатор для изготовления некоторых драгоценных таблеток, а стартовая цена составляет 3 миллиона духовных камней. Цветок был сопоставим по размеру с человеческой головой, и каждый лепесток выглядел так, как будто он был выкован из чистого золота. В отличие от камня Феникса, весь аукционный зал замолчал после того, как был объявлен этот цветок, и многие люди, нахмурив брови, наблюдали, как атмосфера в зале быстро стала неловкой. Это не было неожиданностью. В конце концов, большинство собравшихся здесь существ даже не слышали об этом так называемом золотом монаршем цветке, но его стартовая цена была даже выше, чем у камня Феникса. При виде этого Хань Ли погладил подбородок с задумчивым выражением лица. Он также впервые увидел этот цветок, но по слабой улыбке на лице Сяобуя казалось, что он был вполне уверен в этом предмете аукциона. 3 миллиона. Кто-то, наконец, сделал ставку. Многие люди повернулись к претенденту и обнаружили, что это был худощавый пожилой человек из неопределенной расы с парой белых рогов на голове. 3 миллиона 200 тысяч. Кто-то сразу сделал еще одну ставку. 3 миллиона 500 тысяч. 3 миллиона 800 тысяч. Из разных мест в зале аукциона посыпались заявки, и в торгах участвовала всего дюжина или около того, но цена росла так же быстро, как и за камень Феникса. Оказалось, что очень немногие люди знали, как пользоваться цветком, но те немногие существа относились к цветку очень серьезно. Белорогий пожилой мужчина стиснул зубы и сделал ошеломляющую ставку на 7 миллионов духовных камней. Все остальные участники торгов, наконец, промолчали. Таким образом, Сяобуй вынимал из коробок на столе один лот за другим.
Все собранные здесь существа были высокоранговыми культиваторами, поэтому ему не нужно было подробно знакомить с этими предметами, и все они были практически мгновенно проданы после раундов интенсивных торгов. После того, как все предметы в нефритовых коробках были проданы, телепортационная формация снова вспыхнула синим светом, и на столе появилось 7 или 8 нефритовых пузырьков. На этот раз продавалось несколько видов духовных напитков. Все эти предметы были чрезвычайно ценными, и бесчисленные существа быстро один за другим делали свои ставки. Первые несколько флаконов были проданы по ценам, которые в 3-4 раза превышали их стартовые цены, и многие существа в зале аукционов были ошеломлены жестокостью торгов. В этом была прелесть подобных аукционов. Один и тот же предмет мог ничего не значить для кого-то, но считаться бесценным сокровищем для других. В мгновение эка были проданы все флаконы с духовными жидкостями, за исключением последнего белого флакона. Выражение лица Сяо Буя оставалось довольно спокойным на протяжении всего аукциона, но теперь, глядя на последний пузырек, в его глазах вспыхнул намек на желание. Он тяжело вздохнул и выдохнул, а затем взял пузырек и очень лаконично представил. Это половина пузырька с глазурованной небесной огненной жидкостью. Стартовая цена составляет 18 миллионов духовных камней. Что? Глазурованная небесная огненная жидкость? Я правильно расслышал. Как этот предмет может быть продан на аукционе? А стартовая цена всего 18 миллионов. Это реально. Как это может не стало одним из последних предметов аукциона? Это одна из 7 самых драгоценных духовных жидкостей в нашем мире духов. Весь аукционный зал немедленно пришел в ярость, уставившись на маленький пузырек с недоверием и палящей тоской в глазах. Из комнат на верхнем уровне даже раздалось несколько криков удивления, и сам Хань Ли резко изменился в лице, услышав название этой духовной жидкости. Глава 1605. Дефектный предмет. Хань Ли, естественно, слышал об этой глазурованной небесной огненной жидкости, и долгое время она была для него весьма востребованным сокровищем. Эта жидкость была получена из чрезвычайно редкого типа небесного пламени, и по сравнению с другими духовными предметами того же ранга встречалась еще реже, и найти ее было труднее. Проведя небольшое исследование духовной жидкости, Хань Ли подумал, что ее будет труднее всего найти в списке материалов, которые дал ему Цин Юаньци, но кто бы мог подумать, что она появится на этом аукционе с такой невероятно низкой стартовой ценой. Глазурованная небесная огненная жидкость была настолько редкой и драгоценной, что вполне могла быть предметом аукциона, зарезервированным для финала. 18 миллионов духовных камней — это немалая сумма, но по сравнению со стоимостью этой духовной жидкости она была невероятно дешевой. Имея это в виду, у Хань Ли было чувство, что Сяо Буй определенно объяснит, почему стартовая цена была такой низкой. Хань Ли был не единственным в зале аукциона, ожидающим объяснений. Многие другие люди также смотрели на Сяо Буя с удивлением, смешанным с намеком на ожидание в их глазах, ожидая дальнейших разъяснений по ситуации. Как и ожидалось, Сяо Буй продолжил с легкой улыбкой на лице. «Я знаю, что стартовая цена этой глазурованной небесной огненной жидкости является для всех большой неожиданностью, но, естественно, на этого есть причина. Эта духовная жидкость была изготовлена из небесного пламени, но что-то пошло не так в процессе доработки, поэтому технически это несовершенный предмет по сравнению с настоящей глазурованной небесной огненной жидкостью. Тем не менее, я могу гарантировать, что она обладает всеми основными функциями обычной глазурованной небесной огненной жидкости, просто ее эффективность будет значительно ниже». Дефектный предмет. Шумная толпа сразу умолкла, и многие нахмурились в нерешительности. Были прецеденты, когда на аукционах продавались некорректные духовные препараты и даже некорректные сокровища, но стоит сказать, что все эти предметы были очень тусклыми и не могли сравниться с их совершенными аналогами. В конце концов, изготовление таблеток и инструментов требует чрезвычайно строгого регулирования материалов, а также используемых техник и процессов изготовления. Даже малейшая ошибка или несоответствие могло закончиться полным провалом. Таким образом, разъяренная толпа внезапно успокоилась, как если бы всем на головы вылили огромное ведро холодной воды. Я думал, что 18 миллионов духовных камней — это смехотворно низкая начальная цена, но, поскольку это некорректный предмет, теперь я чувствую, что цена слишком высока, холодно хмыкнул мужчина в одной из комнат на верхнем уровне. Сяо Буй повернулся к какой-то комнате на верхнем уровне и ответил: «Нет смысла пытаться торговаться со мной, господин Да Сисли. Стартовые цены на аукционные товары были установлены аукционным домом. Подумайте об этом. Разве эта глазурованная небесная огненная жидкость не идеально подходит для твоего огненного духовного тела? Если бы это был идеальный предмет, я бы, естественно, попытался купить его любой ценой, но если он неисправен, тогда он почти бесполезен для меня, так почему я должен интересоваться им?» Холодным голосом возразил говоривший мужчина. Сяо Буй просто улыбнулся в ответ, но на этот раз ничего не ответил. Вместо этого он помахал рукавом над крышкой флакона в руке, и во вспышке лазурного света крышка отлетела сама по себе.
Столб багрового пламени немедленно вырвался из отверстия флакона, после чего изнутри медленно вышел маленький шар красной жидкости. Шар жидкости был полупрозрачным и переливался красным светом. Сяобуй сфокусировал на нем свой взгляд, и в одной из его рук вспыхнул белый свет, призывая летающий меч длиной около фута. Это был устаревший меч, мерцающий холодным светом, и даже с первого взгляда было совершенно очевидно, что это оружие довольно высокого ранга. Сяобуй щелкнул запястьем, и летающий меч мгновенно вырвался вперед в виде полоски холодного света, которая устремилась прямо в шар из красной жидкости. Затем последовала удивительная сцена. В тот момент, когда холодный свет соприкоснулся с шаром жидкости, раздался громкий шипящий звук, и по воздуху поднялось облако белого дыма. Сразу после этого весь летающий меч стал ярко-красным и начал таять, полностью исчезнув всего за несколько вспышек. Этого зрелища было достаточно, чтобы продемонстрировать устрашающую мощь духовной жидкости. Сяобуй чувствовал сомнения каждого, поэтому он объяснил: «Я надеюсь, что все это ясно видели». Несмотря на то, что эта духовная жидкость имеет недостатки, она все еще обладает способностью плавить металл и камни, поэтому она будет очень полезна для улучшения инструментов. После этого он открыл рот и выпустил шар лазурной духовной ци, который немедленно окутал шар красной жидкости внутри. Жидкость начала неистово гореть, как феникс, поднимающийся из пепла, превращаясь в огненный шар размером с голову из-за глухого удара. Со сцены во все стороны разнесся взрыв палящего зноя. Внезапно температура воздуха во всем зале значительно повысилась, и существа, сидящие в первых рядах, ближайших к сцене, почувствовали себя так, словно их окунули в море лавы. Все существа в зале были высокоранговыми культиваторами, поэтому они, естественно, не пострадали бы от такого уровня тепла, но многие из них все еще были ошеломлены увиденным. Все могли видеть, что Сяобуй изгнал только шар чистой духовной ци в качестве катализатора, чтобы вызвать эту волну палящего жара, так что это было полностью проявлением одной только силы духовной жидкости. Для всех было большой неожиданностью, что даже испорченный шар глазурованной небесной огненной жидкости мог обладать такой потрясающей силой. Таким образом, тихая болтовня снова зазвенела в безмолвном зале, и в глазах многих загорелась тоска, глядя на шар огненной жидкости. Сяобуй знал, что к этому моменту он уже достиг желаемого эффекта, поэтому небрежно махнул рукавом в сторону огненного шара. Полоска света пронеслась вперед, и палящее пламя погасло, снова обнажив шар жидкости, который исчез во флаконе во мгновение ока. Сяобуй сделал хватательное движение, и пузырек снова закрылся своей крышкой. После этого сам пузырек медленно опустился на центр его ладони. Начинаю торги за глазированную небесную огненную жидкость. Без проявлений объявил он. 30 миллионов. Поразительная ставка тут же была сделана кем-то из угла аукционного зала. В отличие от начальной цены, ставка была мгновенно поднята почти вдвое. Многие люди, которые собирались сделать более низкие ставки, были весьма ошеломлены этим первым залпом, и все они повернулись и обнаружили, что претендентом был бледнолицый мужчина в длинных черных одеждах. Это был никто иной, как Ханли. После непродолжительной внутренней борьбы многие из присутствующих наконец решили не делать дальнейших ставок. Глазурованная небесная огненная жидкость действительно была чрезвычайно драгоценной, но неизбежным фактом было то, что она все еще была неисправна и просто не стоила для них такой высокой цены. Тем временем Хань Ли просто сидел на своем стуле. Выражение его лица было спокойным, но внутренне он был весьма возбужден. Несмотря на то, что эта духовная жидкость была дефектной, что значительно снизило ее эффективность, она все еще была глазурованной небесной огненной жидкостью, поэтому она, скорее всего, все еще будет полезна Цинь Юаньцзы. Если бы он отказался от этой возможности, он, скорее всего, все равно не смог бы получить идеально глазурованную небесную огненную жидкость, поэтому он был полон решимости заполучить эту духовную жидкость, даже если она была несовершенной. Таким образом, он не стал сдерживаться и сразу же поднял цену до ошеломляющей высоты с самого начала. Он не надеялся, что сможет получить духовную жидкость по этой цене, но, по крайней мере, он собирался отпугнуть большинство своих потенциальных конкурентов. Если бы на один и тот же товар претендовало много людей, его было бы легко заполучить в пылу сиюминутной цены, тем самым повышая цену до такой степени, которую никто бы не захотел платить, если бы они сохранили свое чувство логики. Было совершенно ясно, что план Ханли оказался эффективным, так как весь зал хранил молчание после той первоначальной ставки, которую он сделал. Этот господин даосист сделал ставку на 30 миллионов духовных камней. Кто-нибудь даст больше? Если нет, этот флакон с духовной жидкостью перейдет к этому господину даосисту на счет 3, объявил Сяобуй, взглянув в угол, что Хань Ли сидел. Продано раз. В этот момент раздался голос пожилого человека: 32 миллиона. Хань Ли слегка нахмурился и повернулся в том направлении, откуда раздался голос, и обнаружил, что покупателем был пожилой мужчина в желтой мантии, сидевший в центре аукциона. Волосы мужчины были похожи на солому, и несмотря на то, что его брови были довольно густыми, все равно можно было увидеть его яркие и пронзительные голубые глаза. Это старик Фу.
Почему его заинтересовала эта духовная жидкость? Многие люди были весьма удивлены, увидев этого нового участника торгов, и начали болтать между собой. Оказалось, что этот старик был довольно известной фигурой в облачном городе. 40 миллионов. Прежде чем Хань Ли смог сформулировать свою следующую ставку, кто-то на верхнем уровне сделал еще одну ставку. К удивлению Хань Ли, у претендента был приятный женский голос, так что это явно не мужчина с фамилией Ли, который говорил ранее. Как только эта ставка была сделана, на лице старика Фу появилось нерешительное выражение. Он бросил взгляд на верхний уровень и открыл рот, словно собирался сделать еще одну ставку, но покачал головой и в конце концов промолчал. 40 миллионов, раз, 40 миллионов, два. Слабая улыбка появилась на лице Сяобуя, и он быстро завершил два счета. Было совершенно ясно, что эта цена уже была выше, чем предполагалось аукционным домом, и он также придерживался мнения, что никто не посмеет соперничать со святой расы, находящейся на верхнем уровне. Однако, как только он собирался завершить третий и последний подсчет, Хань Ли в невыразительной манере сделал еще одну ставку. 45 миллионов. Все остальные в аукционном зале, включая даже самого Сяобуя, невольно взглянули на Хань Ли со странным выражением на лице. Не каждый день они видели существо высшей расы, осмелившееся выступить против существа святой расы. 47 миллионов. Женщина из святой расы, находившаяся на верхнем уровне, казалось, была раздражена наглостью Хань Ли, и ее голос стал значительно холодным. Веки Хань Ли слегка дернулись, услышав эту новую цену, но он все равно сразу же без колебаний сделал ставку в 50 миллионов духовным камней. Это было количество духовных камней, которыми он владел в настоящее время, поэтому, если цена будет поднята выше, у него не будет другого выбора, кроме как сдаться. К счастью, эта цена, похоже, также превысила предел того, что женщина на верхнем уровне была готова заплатить, и она холодно фыркнула, не говоря ни слова. Быстро подсчитав до 3, Сяобуй объявил: «Хорошо, эта половина флакона глазурованной небесной огненной жидкости отправляется этому господину Дасисту за 50 миллионов духовных камней. Пожалуйста, произведите оплату немедленно». Хань Ли вздохнул с облегчением и немедленно поднялся на ноги, направившись на сцену. Достигнув Сяобуя, Хань Ли достал из своего браслета для хранения сумку с высокоранговыми духовными камнями, которые он приготовил заранее. Сяобуй направил свое духовное чутье к сумке и, кивнув с легкой улыбкой, вручил маленький белый флакон Хань Ли. Хань Ли снял крышку с флакона и быстро заглянул внутрь с восторгом на лице. Слегка поклонившись Сяобую, он неторопливо спустился со сцены и вернулся на свое прежнее место. Во время этого процесса Хань Ли, естественно, почувствовал, как множество людей уставилось на него, и, разумеется, большинство из них оценивали его с недоброжелательными выражениями на лицах.